Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, ребятки, у нас из подарков завезли это Silver Box. Вот такой вот прекрасный сундук. Сейчас мы зайдем на почту. Я его уже забрал, но просто глянем, я вам покажу кое-что. Может будет кому-нибудь интересно, да? Дали вот Merry Christmas, это типа ящик дали. А вот чуть выше это дали 5 гемов. Как вы понимаете, ящик можно, в принципе, оставить на почте и открыть потом, когда там будет золотая лихорадка или еще что-то. Поэтому не делайте этого. А вот 5 гемчиков можно спокойно забирать. Ну вот такой у нас второй подарочек от разрабов. Как бы пока что все не очень. Хотелось бы чего-нибудь такого типа, чтобы начали там с легендарных ящиков, да. Потом дали бы персонажа. Вот что-нибудь такого прям хотелось. Но слишком жирно, наверное, подумали разработчики, и поэтому не дают. Также, ребята, сегодня поиграем за черепаха Шелли. В скине школьника, да. Легендарный скин. Вроде красивый, вроде нет. Ну, в общем, не суть. Поиграем в командных боях. Надеюсь, сегодня получится красиво поотражать урон противников и поднять немного прекрасного рейтинга. Ну и хочу немножко подрезюмировать год. Если вкратце буквально, да. Ну, что у нас за год был в Зубе, да? Именно про Зубы я, конечно, хотел сказать. Печально. Все печально. За год ничего не было хорошего. Была обновка, которую мы ждали полгода. Потом эта обновка вышла. И все. И это как бы все, что было. Так, Никса почти убили. Почти, да? Ну, кстати, видали, как Генри себе урон отразил? Так, бахаем, нормально все получается, в принципе. У нас все хорошо, потому что я здесь как бы очень дамажный в итоге получаюсь. Генрика убиваем. Так, этого убиваем. Все, что есть, убиваем. Мы победили, да. Легендарного ботика тоже сейчас убьем. Не повезло мне, конечно, с легендарным ботом, но что есть, то есть. В общем, давайте вернемся к тому, что я говорил по поводу целого года, что у нас там все как бы не очень. Блин, у нас еще краб 12 был. И еще кто-то 12, Лиска, ну ладно. В итоге у нас получилось так, что за год разрабы выпустили одну обнову. Ну, большую, да, это была обнова 3.0, которая ничего не принесла хорошего, к сожалению. Ну, все, что она хорошее принесла, они потом забрали, как бы. А все остальное это минусы сплошные. Кто думает, что он знает лучше, пишите в комментариях, я как бы отвечу с фактами, да, пожалуйста. А не надо мне домыслы, там, вымыслы и все такое вот это, да, интересного писать. По фактам поговорим, пообщаемся. Просто, ну, не хочется вот это все сейчас рассказывать, выливать вот это. У нас как бы позитив, да, позитив, позитивный позитив. Ну как бы сложно позитивить, когда за год в Зубе была только одна обнова, и та только минусы одни принесла. И это печально. Обидно, но что поделать, такая игра. Такие вот особенности, так вот видят разработчики ее развития. Хотя, конечно, очень странно, раньше как-то она, знаете, развивалась что-то типа Бравла, да, вот мне иногда казалось, что, ну, типа как в Бравле идет такое развитие, ну... Было плюс-минус нормально, там персонажи выходили. Ну, кстати, да, персонажи мы не берем как плюс, потому что, ну, персонажи выходят и выходят, да, как бы они не очень так-то на что-то особо влияют. У меня, кстати, я уже рассказывал. О, видите, начало появляться. И такое постоянно. Я сейчас не знаю, как мы будем доигрывать этот бой, потому что, ну... Походу придется без лука играть. Мне кажется, это из-за луков получается такая фигня. Ну, это на мой взгляд. Мне кажется, что из-за луков такая фигня получается. Поэтому будем с лука играть автоатакой. Пойдем похилимся, заберем аптечку. У нас, в принципе, есть возможность такая. Лиску сейчас задефаем. Блин, ну я дойти не могу, просто дойти не могу. Ну, как бы отброс очень жестко работает. Правда, не получается мне сейчас сесть. Блин, я вылез. Ну, как я так мог? Ну... Как же мне сейчас горит, вы не представляете. Хильнул я Лиску, сейчас отрабатываем. Видали? Они только что друг друга убили себя. Тупо вдвоем взяли и друг друга убили. Красиво. Вот это вот черепах, вот это вот мощь. 9 киллов. Просто сел и сидел. Если бы не баги сейчас, которые у меня были с синим экраном, да, которые в последнее время очень часто происходят, когда ты используешь лук, именно который целится на дальнюю дистанцию, то... Вот, кстати, опять же, один минус, да? На мой взгляд, вот по поводу патча 3.0 я вам сейчас скажу краткую характеристику. Я считаю, что этот патч просто изменил то, что было в игре, в худшую сторону. И вот. И это год работы.
Год работы разработчик. Парам-парам-пам. Вот такие вот дела, ребята. Целый год в никуда. На самом деле обидно. На самом деле обидно. Даже очень. Эх, ну что поделать, такие вот дела. Я хотел еще что-то сказать вот по поводу этого всего. А, да. Вот типа, зачем было вот это вот делать штуку такую, да? С этим связанную. Блин, лук этим копьем промахнулся. Ну ладно, нормально, добили все равно. Ну, типа, я имею в виду, зачем было делать... Ай, сложно, когда играешь, говорить. Ну, бахни меня. Блин, выцелил. Ну да ладно, сейчас я вкратце как-то попробую сказать. Ай, мысли, если не потеряю. Я уже ее потерял. В общем, я имею в виду то, что они сделали вот патчи 3.0. Ну, просто изменили вид того, что уже было в игре. Если бы они это не делали, они бы могли заняться чем-нибудь более интересным. Понимаете, в чем я имею в виду? То есть могли бы сделать что-то более годное, более интересное, более лучше, чем то, что было уже. И тогда было бы все норм. И тогда было все норм. Блин, как же они достали умирать? Почему они умирают постоянно? Видали, меня только что продамажили, да? Я офигеваю с этого. Меня просто берут на халяву дамажат. Почему моя команда, ну хоть что-нибудь сделать, ну ребят, ну... Я уже задолбался, я сейчас соло вас пытаюсь всех тут спасать. В очко отлетает его выстрел. Ну хоть как-то выигрываем, пока что лук еще не багнулся, можно поиграть даже. Кенгуру там сейчас аптечку взял, красавчик. Все, погнали, погнали. Так, убиваем кролика. Все, красиво. И бака добиваем. Все, бак добит. Дона сейчас тоже будет добита. Ля, бак не добит, ты чё? Что с командой? Бак, умри уже, не беси. Ну что мне за команда? Чего они умирают-то постоянно? Почему я постоянно не умираю, они умирают? Джет, ну иди ты резни Бака, ну что ты стоишь, смотришь, как он умирает? Ну все, Бак умер, блин. Вот я не понимаю, ну как так можно? Они еще залутались. Я офигеваю, я просто офигеваю. Как команда, что они делают? Почему они, противники друг друга ресают, а моя команда стоит смотрит? Я офигеваю. Почему нельзя было резнуть Бака? Почему? Вот что это за игроки такие? Ах. Я еще куда-то нажал, куда не надо было нажимать. Ну ладно. Как они Дона убить? Да убейте вы ее, ну. Один удар надо сделать. Ну что так сложно вот так вот сделать было? Что с ними не так? Ну вот что? Ну один удар, ну. Какие же они все странные. Да, ладно, я тут хотел про патч поговорить, но тут такие команды, что просто приходится как-то в соло это все вывозить, я даже не знаю как. Это просто 1100 рейтинга сейчас у меня. По идее, здесь должны быть ребята, ну, примерно, как я, там, чуть-чуть похуже, да, там, 11 левела. Но, блин, ну не вот это ж вот, да, 5-й, 10-й, просто игроки, которые очень странно играют, которые не резают союзников, без дефибрилляторов, ну, короче, вы понимаете, вот это вот все. Да, ну, это стабильность соло командных боев. О, видали? Легендарный дробовичок как отскочил, красивенько. Продумано все просто, продумано. Ну, ребятки, я уже свои мысли выложил, как бы вкратце. Вы все поняли, да, что такое патч 3.0, что такое год в зубе, 21 как он прошел. Не знаю, почему так. Ну, причин может быть много, можно там эти всякие конспирации мутить, там типа вот вышел Саспект, они там играли, занимались Саспектом, на зубы забили, его много чего можно сказать, но... Мы, правда, не знаем, поэтому нечего, как говорится, мутить воду. Поэтому вот такие вот мысли меня посещают, ребят. Просто мне кажется, что до 21 года, мне такое ощущение, что разработчики Зубы, они были в одной студии, а потом они объединились с какой-то студией из Бразилии, но это по моим таким, как не предпочтениям, по моему взгляду, да? То есть мне показалось, что так вот было. До этого же они как бы были в Ирландии, как я понял, работали. Это студия вот эта Wild Waves, или как ее там, Wild Waves. Ну, в общем, не суть. А потом как-то они с Бразилией, и вот это вот все началось. Поэтому, ну,
Может быть, это было и раньше, просто я не замечал, не знал или все такое. Ну, как бы вот такие вот, ребятки, дела. Не знаю, в этом причина, не в этом, в Саспекте, не в Саспекте. Просто обидно то, что это вот так вот получается. То, что, ну, как бы год работы, а по сути перерисовали то, что было в игре, в худшую сторону изменили все. И как бы... И как бы вот. И как бы вот. И ни одно обещание своих они не выполнили за этот год. Ни одного. Ну, магическое обновление называть обновлением, где добавили 6 скинов или 5, сколько там, которые слабенько выглядят на самом деле. Очень даже слабенько. Ну, реально, такие скинчики слабенькие. То есть, ну... Мне даже их слово хорошим назвать не приворачивается. Хорошим словом, точнее. Смотрите, они сейчас друг друга поубивают. Я просто сижу, они убивают, смотрите. А чё я не могу резнуть Бака? Чё, в чем прикол? Я дойти сейчас не смогу. Ну, я не смог дойти. То есть у меня кто-то сожрал дефибриллятор раньше, чем Бак? Как это возможно? Кого я резал дефибриллятором? Вы заметили? Блин, я не заметил, кого резал дефибриллятором. Ну, раз судьба мне говорит, что пора проигрывать, значит будем проигрывать, как говорится. Ребят, на этом заканчиваем. Вот такие вот прекрасные новости. Вот такой вот супер офигенный серебряный сундук вам дали на халяву. Радуйтесь тому, что дают. Печально, конечно, на самом деле, что весь год так прошел. Хотелось бы чего-нибудь хорошего, но вот даже ту штуку с монетами, которая, ну, реально была крутая, типа, ну, 5000 монет за серебряный сундук, типа, можно было нормально качаться, прокачивать персонажей, все было классно, хотя бы в этом был плюс, и его, опа, и порезали в 10 раз. И теперь, чтобы нафармить вам, к примеру, на всех персонажей 4-й слот, вам понадобится несколько лет. От 2, я думаю, более. А персонажей-то в игре становится все больше и больше, поэтому сегодня их 25, в следующем году их будет уже 30, потом 35. И вы такие, ну да, ну да. Вот такие вот дела. На этом все, ребятки. Пишите в комментариях, что думаете, пишите свои факты. Я вам поотвечаю своими фактами, как говорится. Посмотрим, у кого факты будут более фактовые. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.